Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Сказав Сабихе положить пистолет, Берон поворачивается к Дилану, держит его лицо и говорит: «Не бойся». Когда Дилан говорит Барану, что ты действительно неправильно понял, Сабиха говорит: «Да», но Баран поворачивается к Сабихе и говорит: «Это не твое дело, я скоро во всем разберусь», а затем берет Дилана за руку и говорит: «Давай, мы уход. Точка». Затем, когда дело доходит до Сабихи Дилан, Баран очень защищает, но говорит, что не отпустит ее, не отомстив Барану. Когда Дилан садится в машину, она хочет поговорить с Бараном, но Баран говорит: «Если мы поговорим сейчас, мне будет очень обидно, заткнись, мы поговорим в особняке», и уезжает. Когда Хевен говорит, что давайте снова начнем использовать Дилана, Сабиха говорит: «Нет, ни один невиновный больше не пострадает, я сделаю его несчастным этим партнерством». Пока Ферат сидел один в саду, госпожа Азади подошла к нему и сказала: «Мне жаль, что я так пренебрегала тобой, но ты так же ценен для меня, как и они». Госпожа Азади спрятала волчок Ферата, и когда она отдала его ему, Ферат был очень счастлив. Затем госпожа Азади сообщает об этом Гулю и говорит, что это неправильно и что она должна сдержать свое слово. Джеври очень расстроена разрывом с Ягмуром, Джевдит утешает ее. Берон очень зол и входит в комнату, а Дилан прибегает за ним и просит успокоиться. Баран спрашивает: «Моя жена уйдет из дома в полночь, я буду спокоен, чем она тебе грозит?» Даже если Дилан это отрицает, Берон не верит и идет за вами, говоря, что видел их и чем угрожает вам. Ферат пошел с Гэжу и Азади, и пока Ферат размышлял, позади него появился Гуль. Ферат видит это прежде, чем он задумывается о телефоне, разворачивается и встает. Когда Гуль-Ферат поворачивается спиной, Гуль убегает обратно внутрь. Когда Берон спрашивает: «Почему ты пошел вчера вечером, если сегодня вечером пошел на работу?», Дилан отвечает, что ты следишь за мной. Когда Берон настаивает на том, чтобы просто ответить, у Дилана случается небольшой нервный срыв. Баран не может видеть ее такой, обнимает ее и говорит: «С этого момента я не буду ничего спрашивать, пока ты не спросишь и не расскажешь». Сабиха видит во сне свою дочь Гульша и просыпается с криком. Берон и Дилан ложатся, но Дилан наблюдает за ним сзади, обнимает его за плечо и ложится. И Берон просыпается, поворачивается к Дилану, говорит Дилану, что он узнает, что происходит, и что он не хочет, чтобы Дилан больше страдал, и ласкает его волосы и лицо. Затем он кладет голову Дилан себе на плечо и крепко держит ее за руку, продолжая ласкать ее волосы. Утром Дилан просыпается раньше Берона и наблюдает за ним. Тем временем он вспоминает, как защищался от Сабихи. И когда он узнает, почему Сабиха является врагом Барана, он думает, что продолжит с того места, на котором остановился. Как только он ласкает лицо Барана и говорит: «Я хочу быть с тобой всегда», как Баран просыпается, он тут же убирает руку и встает с кровати. Гуль звонит Салиху и рассказывает ему о том, что сделал Ферат. Салих говорит, что хочет встретиться, и Гуль соглашается. Ферат слушает все, что говорят. Когда Берон выходит из раковины и хочет надеть рубашку, Дилан берет ее у него и надевает, спрашивая разрешения. Одевая их, они держатся за руки и сближаются. Когда Берон спрашивает, как дела, Дилан отвечает, что мне лучше. Берон говорит: «Давай посмотрим, так ли это», хватает ее за подбородок и притягивает к себе. Тем временем Дилан говорит, что мне очень жаль, что мы поссорились из-за Сабихи. И звонит звонок в дверь, приходит Гуль и зовет Барана вниз. Потом он спрашивает Дилана: «Надеюсь, вечером не случилось ничего плохого». Дилан говорит: «Позвольте мне объяснить, и вы решите», и Гуль говорит Дилану, что Баран все еще очень любит Дилана после того, что было сказано. Когда он спускается вниз, Хасан блокирует его и спрашивает, почему он не сообщил ему о своем деловом партнерстве с Сабихой. Он отвечает: «Потому что это вас не касается», и уходит. Он исследовал Гуль-Гульша и рассказал Дилану, что она была школьной подругой Барана.
Он говорит, что в кабинете Гуля Барана есть школьный альбом и что он сможет что-то найти, если посмотрит на него и спустится вниз. Пока Дерья звонит Ферату и рассказывает ему о местах, которые он хочет, Ферат не хочет обращать никакого внимания. Однако, когда в это время появляется госпожа Азади, Ферат ведет себя так, как будто ему интересно. Гюль также покидает особняк, чтобы встретиться с Салихом. Она замечает, что Ферат разговаривает по телефону и идет за ним, когда он вешает трубку. Берон ловит Дилана, ищущего альбом в своем кабинете. Когда Берон спрашивает, ищет ли он что-нибудь, Дилан говорит, что нужно прочитать книгу. Берон показывает книги для чтения здесь, а не в том шкафу. Когда Берон говорит, что, похоже, тебе есть что мне рассказать, Дилан отвергает это как просто книгу. Когда он выходит из комнаты и поворачивается, чтобы что-то сказать, Кирем входит в комнату, и Дилан перестает это говорить и уходит. Джевдет хочет сделать что-нибудь для Цеврии, но у него нет вкуса. Тем временем она внезапно чувствует тошноту и говорит: «Мисс Ханифе, вы в последнее время такие, может нам пойти к врачу?» Гуль встречается с Салихом и снова извиняется перед Салихом. Когда Салих плохо отзывается о Ферате, а Гуль говорит, что он хороший человек, Салих отвечает, что вы вообще не позволяете ему разговаривать с ней. Когда он говорит: «В конце концов, я ем твой завтрак», он держит тебя за руку и говорит: «Ты прав, я не думал об этом таким образом». Увидев это, Ферат очень разозлился, пришел и избил Салиха. Пока господин Сейд пытается собрать информацию о Гэже Сабихе, госпожа Ханифе становится свидетельницей телефонного разговора. И он хочет знать, почему он проводит расследование. Сабиха звонит Дилану и говорит, что из-за тебя Карабеи отозвали свое предложение. Хотя Дилан говорит, что я знаю, она злится, говоря, что ты повлиял на нее. Дилан говорит: «Хватит за нами гоняться, почему ты пытаешься отомстить, ты меня слышал», но Сабиха вешает трубку. Сабиха очень злится на разрыв партнерства, который, по ее мнению, произошел из-за Дилана, и говорит, что почти готова отомстить. Баран имеет частную беседу с Геном Кудретом и Джиханом. У Карабеев очень большой враг, и им нужна ваша помощь. Это будет только между нами троими. Они организуются, говоря, что будут исследовать всех поблизости, особенно Сабиху. Берон оставляет их, говоря, что идет в кабинет. Дилан заходит в кабинет, и пока он берет в руки альбом, приходит Берон. Когда он спрашивает: «Ты звонил сюда утром?», Дилан отвечает: «Да». Когда Баран спросил, почему я хочу посмотреть его школьные фотографии, он ответил просто из любопытства. Берон и Дилан сидят вместе и рассматривают фотографии. Дилан спрашивает обо всех на фотографиях. Однако он не может найти Гульша, как надеялся. Когда Баран говорит: «Я не знаю, что вы ищете, но вы можете спрашивать меня о чем угодно», я отвечу честно, спрашивает Дилан Сабиху Ханем, у которой есть дочь по имени Гульшах, которая учится в той же школе, что и вы, ты знаешь ее? Берон отвечает: «Нет, я его не знаю». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.